Здорово, дядьки, тетки. Сегодня будем подключать ходовые огни на Шкоду Rapid. Кто не знал, они изначально уже идут с завода абсолютно на всех машинах. Но на некоторых завод почему-то забыл их подключить. Вот сегодня будем это исправлять. Плюс хочу подключить отключение ходовых огней при поднятии ручника. То есть когда автомобиль будет заведен и автомобиль будет стоять на ручнике, ходовые огни гореть не будут. Так, значит, для подключения купил 10 метров провода. Не знаю, какое сечение, но меньше 1,5. Искал долго пины ваговские, но, к сожалению, не нашел. Заказывать и долго ждать не очень хотелось. Купил вот такие пины. В принципе, на вид они такие же. Стоит одна штука 10 рублей. Это от какого-то ВАЗа, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, от Приоры. Как называется, к сожалению, не знаю. И приобрел вот такое вот пятиконтактное реле. Это для подключения на ручник, чтобы при поднятии ходовые огни гасли. Так, для начала открываем блок предохранителей. Я уже купил предохранитель, то есть хочу сделать по заводу. То есть вот в это место завода идет предохранитель именно на ходовые огни. У меня, как видите, его нету. И, естественно, здесь должна стоять кнопка отключения ходовых огней. Ее также нету. Ее устанавливать я не буду, она мне ни к чему. Так, дальше снимаем вот эту боковую крышку. На защелках поддеваем, отщелкиваем и вытаскиваем ее дальше. Для того, чтобы найти провод и подключиться, провод ручника, нужно снять приборную панель, комбинацию приборов. То есть каким образом снимаем? Снимаем сначала рамку, то есть берем за низ основание, сидит она довольно-таки крепко, и потихоньку тянем ее на себя. То есть она также на защелках, потихоньку, аккуратно ее вытаскиваем. Так, вытащили. Берем звездочку Т20 и откручиваем снизу 2 крепления. И, собственно, вытаскиваем приборку. Так, сходил, отключил аккумулятор, минусовую клемму. Значит, к приборке вот идет штекер. Его нужно отсоединить, иначе мне не видно провода. Провод довольно-таки короткий, приборку полностью вытащить не удается. Для отключения приборки
нажимаем эту штуку, короче, и поднимаем вверх. После этого она по проводу, по ручнику. В общем-то, в интернете обманули. Это нифига не коричневый с желтой полоской. Вот. Решил я больше не верить всяким этим комментариям, догадкам. Решил проверить самостоятельно методом прозвона. То есть подключил в прикуриватель плюс постоянный. Вот он мне мультиметр показывает 0. Ручник снятый. То есть проверяем. Зажимаем. Смотрим, показывает 0. Приподнимаем ручник. Показывает 12. То есть этот провод именно тот, который нам нужен. Синий провод с черной полоской. Вот. Если повернуть вот таким образом штекер, видите, он тут как бы Т-образно идет. И с левой стороны, значит, это шапочка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот он, 8-й этот провод. Сейчас подключу к нему, пропущу провод вниз и дальше будем разбираться. Так, все подключил, заизолировал все хорошо и отлично в 10 слоев. Кто не знает, как снять эту штуку, да, вытащить, все видели, сейчас прозванивал. То есть сюда чем-нибудь давим, я отверткой давил, и вот эти вот штуки в этих местах разжимаем, и она вытаскивается. Но это на случай, если захочете сами прозванивать. Вот, а так уже все проверено, сделано при вас. В принципе, смысла не имеет. Но мало ли, есть какие-то различия. Вот, ну все, ковыряемся дальше. Так, значит, здесь снимаем дворник, откручиваем. И вон там есть отверстие. В него продеваем провод в салон. Так, одну фару подключил. Здесь таким образом идут провода. Потом насверлю здесь отверстие и хомутом прикреплю. Так, вторая фара, значит. Когда вытаскиваете, нужно нажимать на вот эту штуку, и тогда она легко выйдет. Дальше вытащили. 4-й пин. Да, 4-й. С обратной стороны провод толкаете, и вылазит вот такая вот заглушка. Ее не выкидывать. Дальше она еще понадобится. Так, значит, здесь вставил 2 пина, 17 отделение, и поставил уже предохранитель с капота, с фар провод провел, этот провод с ручника и 2 предохранителя. Теперь снимаем переключатель, снимается вот таким вот образом. Нажимаем, поворачиваем немного и вытаскиваем. Сюда подключаем в 3-й отсек, 3-й пин. Все, здесь подключили. Так, по подключению к реле и вообще, значит, отсюда провод идет в предохранитель и выходит вот сюда на 86-ю
И на 87, либо 88 у меня подписано. То есть он подключается вот сюда и сюда. Этот провод нам не нужен. Сюда подключаем лампочку от ручника и сюда провод на ходовые огни. Здесь вот так вот подрезал, чтобы вот сюда вставить место, чтобы не пустовало. Ну и в общем-то все собираю, проверяю. Ну и собственно готовый результат. Вот он предохранитель. Вот она стоит релюшка. Вот так это все выглядит. Вот такая вот, ребята, небольшая доработка. Очень нужная, я считаю. Так как теперь не нужно щелкать постоянно переключателем, включать свет, выключать свет. И придя домой, не нужно теперь переживать, выключен ли свет в автомобиле. Ну и плюс выключение ходовых огней с ручника тоже считаю очень удобно, так как ты себя никак не будешь обозначать во дворе. Да, то есть двигатель будет заведен, но фары при этом гореть не будут. Значит, по минусу есть небольшой минус. Когда другим водителям мигаешь дальним светом, они не всегда и не сразу понимают, что ты мигаешь. То есть почему так происходит? Эти ходовые огни работают от той же лампы, что и дальний свет. То есть в лампе есть две нити. Одна отвечает за дальний свет, вторая за ходовые огни. То есть и так как это все происходит в одной фаре, в одном отделении, с видимой не очень это видно, не очень это понятно, что она немного ярче начинает гореть. Так, в основном, в принципе, за эти деньги, я считаю, это идеальный вариант. То есть по деньгам вышло, ну, рублей 300 может быть. Если честно, даже не подбивал, не считал точно. То есть реле, грубо говоря, это пятиконтактное обычное реле жигулевское, рублей 100 стоит. Оно у меня было, я его не покупал. Провода, пины. Провода 10 метров, по-моему, 130 рублей я дал. Пины я покупал 8 штук. Ушло у меня их 1, 2, 3, 4, ушло у меня их 5 штук. Ну, пару штук я сломал. Так что берите с запасом лучше. Ну, пины, по-моему, 10 или 20, по-моему, 10 рублей за штуку было. И предохранитель, один предохранитель 20 рублей, я тоже точно взял. Можно взять упаковку, то есть там будет 10 штук, тоже около 100 рублей будет стоить. Ну все, всем пока, подписывайтесь на канал, дальше все доработки также буду снимать, выкладывать, то есть все, что в Шкоде будет происходить, все это я буду выкладывать сюда на канал. Ну а если понравилось, ставьте лайки и до новых встреч.